Доброго времени суток. Казалось бы, нас почти 500 человек, ну, то есть немного, но при этом месячная аудитория за 28 дней, месячная аудитория больше 22 тысяч, и за 28 дней больше 82 тысяч просмотров. Что это говорит для меня? Это обозначает, что много людей пришло впервые и впервые сталкиваются с каналом. Если вы уже искушенный подписчик, вы знаете, куда вы пришли, вы просто открываете тайм-коды и переходите в интересующее место. Если вы впервые на канале, пожалуйста, посмотрите это интро, потому что я должен вам объяснить, что если на видео написана вот такая вот тема, это не значит, что внутри будет именно эта тема. Потому что я снимаю мою жизнь, как я разрабатываю IT-продукты, и у меня внутри видео где-то там 4-5 хороших, прикольных, классных моментов, которые я считаю, что повысят вашу IT-насмотренность, но в названии я должен вынести 1-2 названия, поэтому я выбираю, что туда вынести. То есть в самом видео вы получите больше, чем только то, что в названии, и еще дополнительно получите не только то, что в названии. Поэтому, если вы пришли именно по названию и будете искать, что вот внутри будет какая-то инструкция, я вам скажу так. Я считаю, что инструкции неэффективны. Я считаю, что если вы посмотрели, как у кого-то настроено, этот человек понимает, что он делает, у него инфраструктура поднята не такая, как у вас, вы делаете то же самое, что он показал, у вас не работает. Поэтому вот я снимаю такие вот подобия стримов, у меня записи, где я разрабатываю свои реальные IT-продукты. И даю подсматривать, как я это делаю. Поэтому я считаю, что вы можете хорошо повышать вашу IT-насмотренность вместе с моим каналом. И это обучающие стримы, обучающие видео вместо инструкции. А против чего я еще выступаю? Я выступаю сторонником того, что если кто-то выпустил видео «Сделаю IT-продукт за 20 минут» или «Сделал IT-продукт за 20 минут», я физически не понимаю, как это можно сделать. И у меня даже есть видео, что некоторые создают проекты за 20 минут, а у меня для того, чтобы выкатить приложение в Play Market, для того, чтобы ознакомиться с тем, какие есть ограничения по иконке, на выбор концепции иконки ушло больше часа. Так что как можно выкатить готовый продукт за 20 минут? Скорее всего, это желание привлечь внимание зрителей, а здесь на канале показывается реальная разработка, как она происходит. То есть я сталкиваюсь с большим количеством сложностей, и я не останавливаю запись, я решаю эти сложности прямо онлайн, чтобы вы видели логику, как я решаю сложности, и вы тогда впитываете свой личный опыт, и вы уже самостоятельно сможете решить эти и другие подобные задачи. Что мне хочется сказать, что если вы включаетесь в какую-то серию сериала, то вот, допустим, здесь есть разработка мобильного приложения, и там уже 50 серий, то у вас не будет контекста. То есть вам есть смысл зайти в плейлисты, выбрать плейлист, который вам интересен, и смотреть его с самого начала, чтобы вы понимали, откуда мы идем, какие этапы мы проходим и к чему сейчас пришли, и какие задачи сейчас решаем. Я хочу обратить внимание, может быть, на несколько плейлистов. Ну, можно сказать, свершение, то есть что получилось сделать. То есть я настолько оптимизировал работу искусственного интеллекта, что он у меня самостоятельно работал 2 часа 11 минут и выполнил, по-моему, 3 или 4 merge реквеста, то есть смержил 3 или 4 куска кода логических, и я был доволен результатом. То есть я настолько хорошо построил ограничения
того, как он должен двигаться, как он может двигаться и как ему нельзя двигаться, что вот он смог автономно вот так вот работать. Давайте глянем, что там по автономной работе, потому что если я это уже затронул, так, создание гибридного, веб-кодинг, создание сайта, установка настройка окружения, роботы-парсеры. Вот. Здесь вот у нас идет оркестратор. И если вы ищете, как сделать 0 людей компанию, то вот этот Paperclip оркестратор, он как раз рассмотрен здесь в отдельном плейлисте. К нему можно подключать ZAI, Minimax и еще куча всего через Hermes связку. Рекомендую этот плейлист, но фактически я сейчас уже пришел к тому, что просто работая с оптимизированным байпас-режимом, это все вы можете посмотреть в настройках окружения. Окей. Также я провожу хакатоны. Значит, хакатоны у нас по вот этому адресу hackonvibe.com. Вот это страны, которые уже приняли участие в хакатоне. Можете здесь посмотреть. Прошлые хакатоны вот здесь вот в истории можно глянуть. Это вот то, как я создаю сайт по хакатонам. Это отдельный плейлист. Что здесь? Выводы, архитектура, методология. Если вы хотите по-быстрому посмотреть и глянуть, какие интересные моменты есть, я бы, наверное, обратил внимание на вот это, на этот плейлист. Глянул его по-быстрому. Главное взять и унести с собой. Так, насчет оркестратора мы уже поговорили. Роботы-парсеры, автоматизация. Кому рекомендую посмотреть это видео? Здесь я настраивал парсер, который работает бесплатно для вас. То есть он не расходует токены искусственного интеллекта. То есть я показал, что такое CSS-селекторы, что такое веб-селекторы, как по ним можно простраивать, чтобы робот заходил на сайт и выполнял какую-то логику. То есть это базовое знание по автоматизации веб-приложений и того, как вообще работает Quality Assurance Automation, можно так сказать, то есть автоматизация тестирования. То есть вот этот плейлист, наверное, будет интересен вам в этом случае. Что здесь? Установка, настройка окружения. Ну, это база, то есть здесь можно глянуть, что вам подходит, что вам нужно для веб-кодинга, и то, что вам приглянется, подмигнет, есть смысл глянуть и сделать для себя точно так же. Что здесь? Создание сайта. Очень такая тоже большая подробная инструкция. 27 видео в серии. Здесь от покупки домена, выбора хостинга, привязка, прокидка маршрутизации, поднятие имейла, создание базового одностраничника, потом развитие уже до засешенного многостраничника и до получения первого лида. То есть здесь вот рекомендую посмотреть, как вы можете создать свой сайт. Действительно не за 20 минут, да, трудоемко, но зато вы сами это сможете сделать действительно. И без всяких агрегаторов, которым вы обязаны платить ежемесячно деньги, то есть вы поднимете, и бесплатно у вас это все будет работать хорошо и качественно. Здесь создание гибридного Android Apple приложения. Здесь 50 видео. Я, наверное, скажу, что для меня очень сложно разрабатывать под мобилку. Почему сложно? Потому что когда я делаю веб-приложение, мне никто не указ. То есть я использую любые технологии и использую любую инфраструктуру, какую я только хочу. А когда я завязываюсь с Google и с Apple, то я должен следовать их стандартам, чтобы они пустили меня в их магазины. И сейчас я уже создал приложение и загрузил его в Google Play.
и Google должен дать мне ответ вот, ну, в ближайшую неделю. То есть вот на такой стадии у нас все находится. А я работаю только в том окружении, которое показал, как настроить. Я вам уже показал, где находится установка и настройка окружения. Вот здесь вот 27 видео. Вот, так что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Сегодня я попытаюсь настроить чтение в голос. То есть обычно я читаю вот так вот выборочно то, что написал искусственный интеллект, но я в комментариях прочитал от вас жалобы о том, что, ну, плохо я читаю. И, в принципе, мне тяжело читать. И я читаю, ну, достаточно медленно. Поэтому я решил автоматизировать этот момент и настроить у себя в среде робота, который будет вот так вот по выделению читать по нажатию кнопки. Сгенерировано 2026.07.25.24 источник. ida/plot/mdb/sessions /звезда JSON глобальный фук 10 89. Ну, то есть сейчас, во-первых, медленно, во-вторых, еще не отлажено момент четкости, то есть, ну, в будущем я планирую, что оно будет вот так вот приблизительно. Сгенерировано. То есть звук, чтобы построить классный, мне необходимо будет тогда еще докупить наушники, чтобы слышать, что он говорит, и чтобы это не забивало микрофон. Потому что когда я просто так вот нажимаю, Сгенерировано. то это может быть вам не супер классно слышно, то есть с искажениями, сквозь шумодав. Поэтому я еще в процессе, но сегодня я попытаюсь выбрать именно движок, который будет максимально адекватно читать это все. А сейчас уже накатилось на систему все, что необходимо. Ну, давайте я еще оверлей включу. Так. Не пропускает меня. Вроде бы английский выбрал. Вроде бы. Так, хорошо, пробуем еще раз. Получилось. Так, и у нас вот тут вот уже отображение нажимаемых кнопок будет. Хорошо. Так, и мы сейчас хотим повыбирать голоса. То есть мы уже подняли систему, что по выделению и по нажатию Сгенерировано. scroll-log происходит зачитывание. И осталось повыбирать, через какого провайдера нам это все делать. И скорость. Давайте Руслан нам будет читать. Сгенерировано. Это по сохранить, да, окей. Генерировано. Вроде бы как-то меньше раздражает голос. Но насчет того... Сгенерировано. Так, это неестественно. Сгенерировано. А с вот этим можно... Сгенерировано. 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 Тут важно понять, что будут какие-то вот такие вот сложные связки, и вот на них можно потренироваться. Сейчас для этого дам задание. Я не хочу нажимать кнопку «Сохранить», я хочу, чтобы сразу на Unfocus автоматически сохранялось и применялось, и чтобы выводилась такая вот какая-то зеленая галочка, подтверждающая о том, что уже все применено в админке. Сделай, пожалуйста, так.
хорошо. После достижения 100% лимитов год, как можно еще продолжать работать в 2026, 07, 21. После достижения 100% недельных лимитов в Cloudixede можно еще продолжать работать 2026-07-21. Так, давайте попытаемся быстрее. После достижения 100% недельных лимитов в Cloudixede можно еще продолжать работать 2026-07-21. Cloudixede, да? После достижения 100% недельных лимитов год, как можно еще продолжать работать 2026-07-20. После достижения 100% недельных лимитов можно еще продолжать работать 2026, 07, 21. После достижения 100% недельных лимитов год, как можно еще продолжать работать 2026, 07, 21. Ну, может быть и ничего. А есть ли еще какие-то движки, которые можно подтянуть, чтобы я посмотрел, насколько они качественно распознают и быстренько распознают? Если можно, добавь, пожалуйста, в админку. Так, это я в нашем боковом настраиваю вот здесь вот. Привык уже работать через Cloud Desktop, потому что здесь, ну, удобно все-таки переключаться между этими проектами и терминалами. Менее информативно, я меньше обучаюсь, я меньше смотрю команд, которые он вводит, но это более высокий такой управленческий уровень. То есть сейчас, пока мне подходит вот такой вот режим, пока настраиваю систему. Когда уже разрабатываю код, то все-таки больше информации мне, наверное, дает Cloud Code, который в CLI. Так, ну и настроили вот такую вот штуку, которая считает, сколько токенов входящих, сколько выходящих и сумма. С разбивкой по проектам, для того, чтобы понимать, как вообще движется все. Так, давайте еще посмотрим, пока он там по голосу думает, то мы думаем по детализации наших действий. То есть, когда я увидел, что одна публикация видео в YouTube для вас мне стоит $200, да, $208, то я как-то задумался. То есть, получается, если я уперся в лимиты, если я достигаю 100% лимитов за неделю, то, получается, у меня где-то есть сверхрасходы. И я начал смотреть где. То есть я построил вот это токен и time management based driven development и увидел разбивку по проектам. И увидел, что вот для публикации одного поста в YouTube задействуется очень много искусственного интеллекта, при том, что я там уже выписал в скрипты, где он не используется, ну, наверное, 90% действий. Поэтому я не знаю, почему так много. Я вначале вывел вот такую вот статистику затрат по проектам, а потом уже, когда я увидел здесь много денег, то я сказал, разбей мне по действиям, я хочу видеть, что выполняется, сколько стоит каждое действие. То есть на каком действии вот улетело столько денег. Потому что, может быть, что-то надо оптимизировать, может быть, где-то мне нужно купить DaVinci Resolve платную версию для того, чтобы меньше всяких вариантов было с переконвертацией, чтобы автоматизировать какие-то моменты. Вот, пусть деньгами, но для того, чтобы сохранить эти токены для разработки, а не для обслуживания текущей жизнедеятельности. Окей. Давайте глянем, что у нас тут насчет голоса.
он накатил какие-то еще, вроде бы. Было 3, я закрываю эту штуку. Может быть, после закрытия оно переприменится. Все равно вижу только 3. Да, спасибо, что ты сделал автосохранение по клику. Это сильно мне нравится. И теперь, пожалуйста, еще добавь какие-то 3-4 движка. Он прямо этим сейчас занимается. Ну, хорошо, отлично. Если занимается, то это подходяще. Пусть так и будет. Что у нас по деньги? Encode. Еще занимается. Ну хорошо, пусть занимаются. Пока пауза. Мне кажется, что он просит, он старается сделать так, чтобы на центральный процессор была нагрузка, но при этом я его не обязывал это делать. В принципе, да, это классно, это хорошо, то есть я его поддерживаю, но если необходимо для более тяжелых моделей, более качественных, использовать видеокарту. Я вижу, что ты стараешься использовать центральный процессор, и это неплохо. То есть я поддерживаю тебя, потому что он, можно сказать, что у нас простаивает. Но при этом, если необходимо использовать какие-то более тяжелые модели, давай их попробуем на центральном процессоре. И если что, то добавь еще в админке, на чем выполнять процессинг, на GPU или на CPU. Чтобы у меня был выбор. Может быть, какие-то тяжелые модели на центральном процессоре будут плохо работать, а на видеокарте будут работать качественно. После достижения 100 недельных лимитов в Cloudixade, дата 2026-07-21. Он еще тестирует самостоятельно, то есть оно отрабатывает или не отрабатывает. Это хорошо. Мне пришлось переименовать уже новосозданных агентов по токен Time Management Driven Development, чтобы знать, что эти уже учитываются в моем дэшборде здесь. Пропала. Исчезла. Ну то есть, вот, у нас есть. Ну ладно. Там надо разбираться. Он еще кодит. Хорошо. По голосу он тоже кодит. Давайте глянем, что у нас по лимитам. Что сколько занимает. 4% недельных и 17%. Мне как-то кажется, что меньше стало недельных лимитов. Может, поэтому я не помещаюсь. Стал не помещаться последние там 4 дня. После того, как Fable 5... После достижения 100% недельных лимитов можно еще продолжать работать. После того, как Fable 5 добавили в возможность использовать в обычной модели, по-моему, сократилось количество недельных лимитов по всем моделям. Есть такое ощущение. Так, калькулятор давайте посмотрим. 100% разделить на 7 дней. Это получается, что в день мне можно расходовать где-то 14%, чтобы это я был в лимитах.
Я еще ничего особо не сделал, и уже 4% улетело в никуда. Ну, не знаю. Как-то есть ощущение, что начали улетать они быстрее. Хотя, может быть, надо еще и философию перечитать. Может быть, она стала слишком большой, слишком объемной. Да, она добавляет четкости, точности в их работу, но она сама такая разрослась. Гигантом стала. Ну ладно. Хорошо, пусть кодят. Пока они кодят, интересно посмотреть новинку от AMD. AMD там выпустила какую-то новинку про компьютер, который с объединенной памятью для больших локальных LLM. А что она по цене там? А то они вроде бы презентовали, но я не знаю, что там по цене и какие параметры. Найди, пожалуйста, короткий ответ. Какие параметры, какая цена, продается ли в Штатах? Так, наши голоса готовятся. Ага, уже не 3, уже 4, 5 есть. Очень естественно, но онлайн текст уходит в Google. Нейросетевой, естественный, офлайн CPU. Классно, мне нравится, что ты добавил там онлайн, не онлайн, там Google, Celeron, офлайн, онлайн, на чем рендерится. Это классненько. Мне нравится. Добавь по всем так, пожалуйста. Чтобы я понимал, на процессоре или на видюхе, и локально, или улетает в облако. Так, отправил. Закрываем. Давайте прочитаем. Речь про EM девайс и это Ужасно. а сам анонс носки и вес А как остановить? 2026. Во-первых, медленно, во-вторых, неприкольно. Не работает. Голос не убран. Не отрабатывает, по-моему. Речка – это фирменный мимик самой анонс на предзаказа синяя, параметры базовой модели, унифицированной памяти, встроенная графика. Нейна Плюс заявляет запуск локальных моделей до параметров. Суммарно. Поддерживается из коробки. Из версии СИС по одной цене. Цена. Продается ли в США? Да, но эксклюзивно через. Только самовывоз из магазина. Онлайн доставки нет. Выдача началась с июля. То есть физически нужен магазин, а не есть не во всех штатах. Прямо пишет, что продукт предназначен для покупки и использования в США. Что дальше? Вариант на S-памяти другой моделями ожидается, цена пока не объявлена. Для сравнения. Стоит, а те же КПНО выходят в районе. Разница в том, что это валидированная сборка с готовым софт-стеком. Так, получается, вначале была пауза, то есть он работает, но с опозданием. Давайте будем смотреть на нашу производительность. Нажимаем. Пошел пик. Цена. Продается ли в США? Да, но эксклюзивно через. Только самовывоз из магазина. Онлайн доставки нет. Выдача началась с июля. То есть физически нужен магазин, а не есть не во всех штатах. Прямо пишет, что продукт предназначен для покупки и использования в США. Так, я не понял, он, по-моему, не читает английский, да? Продается ли в США? Да, но эксклюзивно через. Да, то есть он исключает английские слова. Так не прикольно. Продается ли в США? Да, но эксклюзивно через Microsoft. О, ну это очень красиво. И скорость какая? Продается ли в США? Да,
но эксклюзивно через микросервис. Ой, ну, по-моему, вот это наш лидер пока что. А давайте тут. Сгенерировано 2026 07 23 час 46 минут и 40. Silver, Plot, TMD, Session, звездочка, JSON. Глобальный хук. Сессия 96. Ой, ну это вообще очень хорошо. Гугловый движок пока меня очень радует. А давайте посмотрим другие. Генерировано 2026 07 23 11 46. Точно. Всегда наш MVD, наша шестая звезда, JSON, глобальный хук, сессия 96. На такой скорости оно не читается. Genirowana 2026 07 946 istotnie. Klub TMD Session. Echolog команды Quick Session 96. Точно нет. Сгенерировано 2026 07 23 01 46 источник. Cloudify DDS Sales глобальный хук. Сессии 96. А вот этот, наверное, тоже ничего. Сгенерировано 2026 07 23 Мгновенно 01 как-то 46 работает. источник. Cloudify DDS Sales глобальный хук. Сессии 96. На чем он работает? Не было никакого пика ни по CPU, ни по... Не знаю, на чем он работает. Суток от 2026 07 22 01 46 сумма. Так, а что у нас по Гуглу? Посуда от 2026 07 22 час 46 минут по часовому поясу UTC. Сумма. Ну, это вообще гениально. Абсолютно гениально. Только, по-моему, не регулируется скорость. Суток от 2 Регулируется. А ну-ка. Посуда от 2026 07 22 час 46 минут по часовому поясу UTC. Сумма. Здесь у нас что? Суток от 2026 07 22 01 46 сумма. Посуда от 2026 07 22 час 46 минут по часовому поясу UTC. Сумма. Ну, самый умный, конечно, гугловый. Так, задействуется, получается, интернет и жесткий диск. То есть тут интернет задействуется, да? Давайте посмотрим на ресурсы еще раз. Посуда от 2026 07 22 час 46 минут по часовому поясу UTC. Сумма. По-моему, хорошо. Окно последних суток от 2026 07 22 час 46 минут по часовому поясу UTC. Сумма. Первым столбцом. Четные строки подсвечены. Топены сессии. По дейтам снимков. Точно по времени. Рутина. Потекец. Хорошо, а теперь вот в этом битва победителей наших. Окно последних суток от 2026 07 22 01 46 сумма первым столбцом. Четные строки подсвечены. Токены сессий. По дейтам снимков. Точно по времени. Рутина. ПТС. Тоже ничего. Может быть, даже более разборчиво. Если скажете, что вам больше нравится RIH Voice или Google TTS, наверное, я вот этот вот выберу, потому что он локальный. Читает вроде бы классненько. Так, он еще что-то пишет, еще что-то создает. Еще новые, да, накатывает.
Ну, молодец. В принципе, я бы, наверное, остановился на этом, потестировал, дал бы ему докодить до конца, что он там накодит, посмотрим. Вот, но видео я, наверное, уже буду останавливать на этом. Ну что, это мы настраивали окружение, 100% этот плейлист будет. А надиктовка из Синтез на текста. видеокарте. 100% даты. Какой-то такой прокуренно пропитый голос у этого искусственного интеллекта. Тоже они так подбухивают, видимо. Ну что, желаю вам финансового благополучия, создавайте отличные IT-продукты и повышайте вашу IT-насмотренность с будни веб-код-блогером. Желаю вам финансового благополучия. Спасибо.